Дамы и господа, свершилось! Зло сделало полный круг. Простенький по своей сути 3D-платформер с мимими графикой становится главным эксклюзивом PlayStation 5, не то чтобы их было много, прямо как Crash Bandicoot в 90-е. Как говорят наши зрители, Агуша Гейминг снова в трендах. И мы тут шутим, а судя по реакции критиков, никакой иронии за этими словами не стоит, кроме цикличности. Это довольно иронично, как мне кажется. Все как один кричат о креативности, об изобретательности, о том, как малыш-роботик смело встает в один ряд с суперсерьезными произведениями, при этом оставаясь самобытным представителем нетрендового жанра. Говорят, что каждую минуту этого опыта наполняет какая-то магия и тысяча мелких уникальных мелочей, которые очаровывают каждого поигравшего. И звучит ведь слишком знакомо. 4 года назад, да, ты такой старый, аккурат к релизу пятой плойки, да, это было 4 года назад, студия Asobi выпустила небольшой проект, призванный подсветить все прелести новой консоли в интерактивной форме — Astra's Playroom. Мы принимали на себя роль самого отважного ботика из населяющих все консоли PlayStation, капитана Астро, и пускались в приключения по внутренностям новенькой Соньки. Бороздили снежные земли мощного охлаждения, за пределами которого, как и в жизни, жаркий пляж, джунгли графического процессора, трассу суперскоростного SSD и острова оперативной памяти, по пути осознавая, что пятая плойка такая могучая благодаря своей преемственности и опыту, собранному всеми предыдущими итерациями консолей. Но в конце, собрав всю историю воедино, давали бой самому страшному элементу этой истории — тираннозавру из первых презентаций самой первой PlayStation. Это было очень милое, аккуратно скрафченное и весьма ностальгическое мини-приключение, от которого оставались исключительно добрые и положительные впечатления как будто бы у всех поигравших. Разве что совсем далекие от жанра люди могли поплеваться от самого факта существования 3D-платформинга как вида. А единственной хоть сколько-то легитимной предъявой оставалось лишь коротковато будет. Вся игра вместе с дотошным исследованием, поиском пасхалок с секретками и залипанием в открытые и найденные моментики занимала часов 5 от силы. Вот сейчас для футажей без поиска всего-всего пробежал ее вообще за 1,5 часа. Это аргумент в сторону минусов. На чаше плюсов тоже был увесистый довод. Кто-то шутил, мол, купил Astra's Playroom, в подарок получил PS5. А на деле, какой может быть спрос с совершенно бесплатной, абсолютно безвозмездной игрушки-сателлита, что обязательно пройдет каждый новоявленный владелец консоли? Вышедшая в начале месяца Astra Bot отвечает обеим сторонам этого спора. Игра стала намного больше раз, два, она стала стоить $60. Критики вокруг говорят, что этот баланс перевешивает в положительную сторону и уже называют ее и игрой года, и десяткой из 10 доступных баллов, и прочими великодушными эпитетами. Меня зовут Ян Грибович, и сегодня я постараюсь трезво взглянуть на предмет спора и рассудить, почему все эти критики правы. Привет, Столкин. Astra's Playroom в 2020-м народ принял настолько тепло, что, поглядев на успех, Sony дала команде Asobi добро на создание, скажем так, своей настоящей большой игры, а не очередного проекта спутника к какому-нибудь гаджету. Хотя по привычке на старте игры появляется ощущение, что разработчики сделали свою PT, и в конце нас ждет анонс PS5 Pro. Что, в принципе, и произошло, правда, за рамками игры. Спустя 4 дня после релиза компания объявила о скором запуске PlayStation 5 Pro, а еще за день до этого Asobi призналась в создании DLC для Astra Bot. Возможно, как раз в поддержку запуска, но сегодня не об этом. От прямого продолжателя ждали всего двух вещей: дать того же, но больше, и при этом не растерять качество наполнения. И возложенные ожидания реализованы на 100%. Astra Bot действительно выглядит, звучит и чувствуется в руках ровно так же детализированно, как и предшественница, но при этом является во много раз большей игрой. Первое детальное прохождение заняло у меня 17 часов, второе скоростное еще 10. В конце обзора расскажу, почему так вышло. Если в Playroom у нас было всего 4 мини-акта, каждый поделенный на 4 небольших подуровня, то здесь у нас есть 5 больших актов, в каждом из которых по 4-5 полноценных уровней, плюс битва с боссом, и иногда встречаются и боссы просто в конце уровней, плюс полусекретные мини-испытания в стиле ретро и с разрушаемостью, плюс полноценные скоростные испытания, названные в честь забытых кнопок геймпада, плюс в каждом акте есть по одному иконическому уровню, посвященному какой-то определенной франшизе. И плюс ко всему этому, в некоторых уровнях можно открыть дополнительные варп-уровни, которые складируются в секретном 6-м акте, и их там еще 12 полноценных штук. И это не все, потому что после прохождения я уже нашел еще один супер-пупер секретный уровень испытания. То есть контента много, но, как говорят, важен не размер, важно, как эти просторы задействовать. И прежде чем перейти к точечному изучению, пару слов о том, как именно это все играется и о чем вообще сыр-бор. Синопсис. Отыскав все артефакты PlayStation, любопытные ботики под предводительством капитана Астро бороздят вселенную PlayStation. И да, это эксклюзив платформы, создан специально под нее, внутренней командой, так что название будет мелькать часто. Но за минус эксклюзивность мы здесь не считаем и будем рассматривать ее как выдернутую из этого контекста игру на абстрактной платформе. Короче, бороздят себе, как вдруг выскакивает гигантский, мерзкий, неприятный зеленый пришелец.
давайте для краткости и в поддержку общей абстрактности назовем его, например, Фил. Так вот, Фил хватает уютный кораблик пятой плойки и просто так, из вредности, хотя может и с целью хищения проприетарных технологий, короче, он насильно вскрывает PlayStation 5 и крадет оттуда ее сердечко, центральный процессор. Резкий удар приводит к тому, что плойка взрывается прямо в космосе, ее куски и выживший экипаж разметает по всей вселенной. Но бравый капитан Астро не бросает корабль и вместе с ним терпит крушение на какой-то пустынной планете. Выживает и решает во что бы то ни стало восстановить корабль, по возможности спасти как можно больше ботиков и, конечно же, наказать злого плохиша Фила. С сюжетом в целом и все. Инструментарий главного героя сам по себе не очень широкий. Астро может махать кулачками, бить мельницей с зажатой кнопкой удара, бегать, прыгать и ненадолго зависать в воздухе, стреляя лазерами из ног. Последнее считается за вертикальную атаку. То есть глобально то же самое, что было в Playroom, но прямо как и в эталонных играх жанра, на страже разнообразия стоят дополнительные механики и гаджеты, которые наш герой будет находить и использовать в разных уровнях. Если в прошлой игре это были целые костюмы, зафиксированные для короткого участка уровня и изымаемые сразу по его завершению, то здесь вот эта же обезьянка, маленькая, компактная, сидит на спине, дает те же способности, но применять их можно по всему уровню. В конце его, к сожалению, тоже заберут. Но на другом уровне будет что-то еще. Перчатки лягушки с присосками, джетпак курица, джетпак собака, джетпак пингвин, джетпак... У кого-то в особе фиксация на странных джетпаках. Мышка, уменьшающая Астро, таймер, останавливающий время. Не буду пускаться в перечисление всего-всего, но важно, что таких примеров в игре еще немало, и что все они помогают удерживать свежесть геймплея на достаточно высоком уровне. Благодаря этому каждый следующий этап интригует. Какие еще диковинные виды джетпаков ждут меня впереди? Шучу. Уникальные игровые механики, спрятанные и за пределами таких гаджетов. Еще одна деталь касательно игрового процесса. Он здесь останавливается буквально только в катсценах между актами. Все остальное время, будь то меню или загрузка уровня, геймплей не прекращается. Игрок все время чем-нибудь доуправляет, и иногда уровень начинается парадоксально еще до его непосредственного старта. Например, здесь можно собрать монеток и даже секретку, пока ты только подлетаешь к игровой локации. И все это, как и раньше, сдобрено показательным выступлением на тему, как правильно использовать данные тебе технологии. В данном случае геймпад. DualSense, как и прежде, звенит, хрустит, стучит, издает всякие звуки и разнообразную тактильную отдачу, периодически вынуждая игрока и повертеть им туда-сюда, и подуть в себя, выкручивая интерактивность на максимум. Как это делала и Playroom, только в обновленном масштабе. Но под точечным изучением и приятными мелочами я имел в виду не только это. Самый первый уровень в первой галактике. Нас встречают уже знакомые по Playroom элементы, разноцветные враги в панцирях, цветастые коробочки, монетки, трава и красота на фоне. А еще есть звук и музыка. Слушайте. Все вокруг дышит. Есть амбиенс окружения, это стандарт индустрии, есть задорная фоновая музыка, к ней мы еще вернемся. Но дышит здесь все потому, что у абсолютно каждого объекта, окружающего нашего героя, есть свои звучания и реакция на нас. Летающие вокруг бабочки реагируют на наши движения. Звуки ходьбы по траве, камню и дереву разные, вибрация тоже. Звук полета над камнем и над травой разный. Звук прохождения по густой трехмерной траве выделяется отдельно и отдается вибрации по рукам. Звук, разлетающийся от нашего движения листвы, шебуршит отдельно, и сами листочки смакуючи разлетаются по физике. Цветочки реагируют на наши удары. Вода плещется и звучит от всего вышеперечисленного по-разному. Дерево. Казалось бы, просто стоит дерево для красоты, и в Playroom так оно обычно и было. Спасибо за антураж. Здесь же дерево можно пнуть, оно издаст звук и отобьется особенной вибрацией в геймпаде. Иногда с него слетят птички, фрукты, застрявшие в листве коробочки или ботики, а на вершине немаловероятно появится бонусная монетка, поощряющая игрока за любопытство и тягу к исследованиям. Каждый объект реагирует на действия игрока. И, кстати, уже упомянутые листики. Физика в этой игре — гордость разработчиков, и не напрасно. Как же кайфово здесь разлетаются мелкие объекты. Я глядел на все это и прямо разблокировал воспоминания об играх Питера Мулинье и его логотипа Lionhead, который выстраивался по физике в реальном времени. Игрока прямо заваливают мелкими интерактивными листиками, звездочками, бриллиантами, золотыми штуками. Каждый мелкий объект отрабатывает свой физон самостоятельно, и при желании можно податься в уборщики и попробовать вымести каждую последнюю блестящую статуэтку с платформы просто потому, что можно. Сразу не подрывай мне тезис. Но заметьте, застрял это по физике. Некоторые элементы вроде вот таких бревен можно разрезать при помощи наножных лазеров Астро, и уже разрезанные куски зашпулить куда подальше. С этим невероятно весело играться в процессе прохождения. И похожая ситуация здесь обстоит с жидкостями и мягкими тканями. Жижа теперь летает, брызгается, а в случае красок даже корректно сливается в новые цвета, вообще не хуже какой-нибудь Splatoon. Вода тушит огонь или превращает лаву в камень, чистит запачканные грязной жижей места, ее можно налить в емкость, чтобы выбраться, а краской можно подсветить тайные невидимые платформы. Что же до тканей,
они просто приятно мнутся под весом нашего бота и мнутся еще сильнее, если направить на них лазеры. Но, например, бегать по мягеньким внутренностям какой-нибудь здоровой тварины немного затруднительно, ведь это пол под нашими ногами, и он проминается, изменяя траекторию прыжков. Очень находчиво и делает игровой процесс еще разнообразнее. Как мне кажется, по-настоящему осознал старательность создателя игры я когда заметил вот эту конкретную игровую механику. На помощь Астра приходит глайдер геймпад, который может метать сюрикены в направлении прицеливания гироскопом. Сила этой ситуации в том, что она встречается всего лишь на одном уровне, больше никогда не повторяется, и этот уровень секретный. То есть они ради опционального этапа создали целую игровую механику с этими сюрикенами, которые разрезают бамбук ровненько в линии поражения и также работают в качестве платформ далее по уровню. Ну и иконические уровни, вроде этапа по мотивам God of War, это полили в трейлерах, щеголяет сразу пачками уникальных идей и ностальгических пилюль. Кратос выдает герою топор, у того сразу отрастает бородище. Топор и врагов разваливает легче, и метать его разрешается, и замораживать все еще способен. И на этом базируется большая часть механик уровня. Снова вернемся к первому уровню и конкретно к музыке. Кто о чем, да? Но не смог не обратить внимание на то, как самокритично и стеснительно разработчики относятся к своему творению. В песне происходит диалог между абстрактными людьми и нашим главным героем. Они звучат надменно, статусно выше нашего ботика, не хотят принимать его, посмеиваясь над припиской «бот». Астра что? И сам он звучит неуверенно для капитана. Как будто бы это сами разработчики не до конца верят в то, что их маленький Астра способен встать в один ряд с теми легендами, которые встречаются протагонисту все его приключения. К слову об этом, важно отметить вектор роста франшизы, ведь если раньше в Playroom перед нами буквально простирался музей PlayStation со всеми ее гаджетами и версиями, то теперь же наше путешествие проходит через вселенную за пределами самой консоли. Астробот — это музей этих самых легенд, героев и видеоигр в целом. Имени PlayStation, конечно же. Далеко не все персонажи хоть сколько-то эксклюзивны для платформы, но все они оказали очень весомое влияние на становление и развитие японского мастодонта. И по сути мы всю игру занимаемся коллекционированием этих персонажей и складированием их в специальном хабе, а затем открытием их иконических артефактов или атрибутов через уже знакомую по прошлой игре гача-машинку. К слову, у каждого героя в хабе есть какая-то очень специфическая анимация нахождения там и отдельная анимашка, которая триггерится по удару. Внешность, описание героев и их артефактов и эти самые анимации подобраны очень щепетильно, с явным знанием сабжа. Прозорливо, точно в аудитории и прямо в нерв ностальгирующему игроку. Наномашины, сынок. Альфач, которому надо подучиться играть на пианино. На самом деле хороший парень. Кирью, из которого сыплются намеки на весь доступный ему досуг. Это невероятно мило и пробивает на слезку. Но вам не кажется, что кое-что здесь немножечко, самую малость, очень мимо? Я имею в виду Астра, милейший парнишка. Он спасает любимый корабль или своих друзей. На самом деле, последний забияка этой вселенной, пострашнее Фила. Он только и делает, что всех бьет и все ломает. И ладно, злые враги, но ради монеток этот парень и зайчика отметелит, и пингвина, и обезьянку, уничтожит старательно слепленного снеговика или сломает бамбуковые деревья, вазы там всякие, вообще все, что встретит на своем пути. И ради чего? Ради денег, конечно же. И геймплей это приветствует и поощряет. Мы в игре, играйся. Бей всех, не думай ни о ком. Да даже спасение ботиков обставлено так, что мы их находим, даем пинка под зад, и они довольные летят в геймпад. Они сами отворачиваются от Астры и отклячивают свой зад, как будто бы желая получить этот пинок. Чёртовы мазохисты! И да, я слышу, что звучу как мистер Томпсон в суде против GTA, я отдаю себе отчет в том, что это просто детская игра, в которой надо играться, а не задумываться о судьбах робозайчат, но просто не могу отделаться от диссонирующей мысли. Буквально один шаг, и мы в крипипасте. Кек. Но вот эта высосанная из пальца тирада есть все мои претензии к Астробот как к произведению. 3D-платформер создан не просто по заветам лучших представителей жанра вроде Крэша Бандикута, кстати, вот он в виде крипового маскота с выставок первой PlayStation, A Hat in Time или плеяды трехмерных Марио. Здесь чувствуется очень много дополнительных, совершенно необязательных, но все же вложенных усилий в тысячу приятных мелочей, которые просто влюбляют в игру как целое. Каждая смерть обставлена какой-то уникальной анимацией, как в Крэше. Раздавило, превратился в мультяшный блинчик. Подожгли, обуглился и истлел. Укололи, надулся и лопнул с комичным звуком. Скоростное прохождение уровней очень напоминает современных Соников, особенно когда мы скачем от батута к батуту по линиям из монеток. Каждый уровень интересно исследовать на поиск секреток и камео, и как в лучших играх жанра, это тоже поощряет твою находчивость и желание залезть куда-то за пределы очевидной тропки дальше по уровню. Вот придумал ты сам себе вскарабкаться все-таки на эту башню или на домик, придумал и смог. И разработчик такой: вот ты молодец, держи монетку и не теряй своей непоседливости и любопытства.
И, блин, как же мило было заметить, что весь уровень на вулкане у одухотворенной горы изо рта торчит градусник. Гора болеет, вот и кашляет огненными камнями и лавой. А потом мы находим гигантскую уточку, такую же, как те, которыми до этого разбрызгивали воду, швыряем ее в гору, тушим ее и таким образом исцеляем. После этого вокруг вырастают деревья, природушка, прилетают птички и ваш пек красота. А еще мне очень нравится, что игроков привлекает вот это попурри из сотни знаменитых камео, но ведь на самом деле этот капустник всего лишь повод, возможность. И игрокам обратить внимание на проект, и команде особи продавить что-то собственное, личное. Кто-то, наверное, знает, но главные враги Астра, вот эта птица, горилла Чуи, более мелкие желтые ребята, которых, кстати, зовут Джеб-Джеб, это вообще персонажи, не хайпанувшие Astra Bot Rescue Mission для PSVR. Их придумали еще 6 лет назад, но тогда с построением вселенной не пошло. А теперь, и это очень иронично, благодаря попурри знаменитых героев, авторы могут представить сражение со смешными робозверями, которых придумали сами, как следующий шаг после битвы с тираннозавром PlayStation. А легенды PlayStation помогают Астра, и вместе они сила. Видно и слышно благодаря той песне про имя, как важно для авторов игры, чтобы игрок начал идентифицировать Астра как самостоятельного героя. И я рад за особи, что эта авантюра удалась на славу. И главное, с таким вылизанным всем в выигрыше и мы, люди с геймпадами у экранов. Таким всем, на всякий еще раз, это супер веселая физика окружения, качественная картинка 4К 60 кадров что с HDR, что без оного. И даже при живой физике игра не проседает в производительности и не утопает в потере кадров, что уже достижение. Саундтрек у игры кайфовейший, остались и старые хиты SSD, и новые бенгеры вроде добрейшего инуэнда фанка от Папы Древа. До сих пор считаю песню графического процессора недооцененным шедевром и самой искренней метафорой чистой и бескорыстной любви. Игра дышит звуками и реакцией, которыми насытили каждый элемент окружения. Ну и, конечно же, очень приятный, ностальгический, и, что особенно круто, умный фан-сервис. Конечно же, охотник на колоссов прячется в складках большого братца Астра. Конечно же, Разиэль из Legacy of Kain заблудился в очередной коробке. Конечно же, в треке God of War, что звучит на иконическом уровне God of War, в кульминационном моменте Кратос произносит свое культовое «Бой». Разработчики сдержали слово и действительно выдали тех же щей и в несколько раз больше, и объективно гуще. Одних только гаджетов вместо 6 стало под 20, не говоря уже о просто уникальных ситуациях и игровых механиках, которые иногда созданы лишь для того, чтобы приятно удивить играющего на пару секунд. Главная проблема с принятием этой игры относится к ее эксклюзивности и стоимости. С первым, увы, ничего не поделать. Игра создана для владельцев PS5. Возможно, в прекрасном будущем, в котором Sony забыла свои обидки с Конкордом, мы и увидим игру на других платформах. Хочется на это надеяться. Цена же — вопрос решаемый тоже лишь временем. На релизе это $60 или евро в зависимости от региона. И я не хочу говорить, для кого какие деньги норма. Но мы живем в мире, в котором эта цифра уже даже не full прайс. В свою очередь, 15-20 приятнейших часов игры, в которых каждый уровень и ситуация кропотливо созданы вручную, радуют изобретательностью и при всем этом исполнены на высочайшем для индустрии уровне, как технически, так и артистически, заслуживают максимума поддержки. Впрочем, я вот вам рассказал, пробовать или нет, решите сами. Глобально малыша Астра в индустрии приняли тепло. Некоторые даже пророчат ему звание маскота платформы. Что же до меня, я свои болящие от умиления щечки заработал, и даже перепроходя игру для футажей не мог перестать изумляться и радоваться этой аккуратно укомплектованной тысячи приятных мелочей. Благодарю за внимание и услышимся с вами снова на Stop Game. Почему прошел дважды? Потому что... дурак. Потому что взял и удалил все футажи. Ну как? Мне же нужно место, чтобы записывать новые футажи следующее, да? И я такой захожу в папку с футажами. Эх! Угу. Вот, 17 часов улетели, и еще 10 были на подходе. Проходил все с нуля, открывал все заново, и бегал только в старый сейф, чтобы подписать какие-то футажики, там, открытых уже чуваков, от какие-то анимашки и так далее. Но справился. Вот, такие дела. Пока.